Россия всегда считала Южный Кавказ своей кормушкой. Или, если говорить по-московски, зоной привилегированных интересов. Перевожу с кремлевского на нормальный язык. Страной-хозяином, которая держит соседей в узде, таскает за шкирку, а заодно и доит их по полной. 30 лет Москва пыталась играть роль большого брата, гаранта безопасности, миротворца. Но по факту это был такой миротворец, как маньяк с топором. Сначала сам разжег войну, потом пришел успокаивать, чтобы остаться надолго. Грузия получила от России войну и потерю территорий. Армения – иллюзию защиты и предательства в самый критический момент. Азербайджан – лицемерного соседа, который продавал оружие и ему, и врагам, лишь бы оставаться нужным. А теперь, когда Путин увяз по уши в Украине, оказалось, его имперский поводок перегнил, и все от него отвернулись. И что еще хуже для Кремля, разбежались не тихо и с сожалением, а с облегчением и ненавистью. Южный Кавказ сегодня – это зеркало путинской внешней политики. Там, где Москва пыталась удерживать братские народы, остались выжженные мосты и злость. Там, где она раздавала обещания о безопасности, развалины и тысячи беженцев. И там, где она думала править вечно, теперь все громче хлопают дверями. Грузия, Армения и Азербайджан один за другим показывают Кремлю средний палец. Я рад вас приветствовать на канале «Утилизатор реальности». И в этом выпуске мы разберем, как именно Россия просрала свое влияние на Кавказе, как грузины все чаще называют Москву оккупантом, как армяне открыто заговорили о том, что союз с Россией – это билет в никуда, и как Азербайджан уже чувствует себя настолько уверенно, что позволяет себе публично унижать Кремль. И самое главное, мы увидим, как война в Украине стала катализатором этих процессов. Потому что, пока Путин строил себе новую империю, его старые колонии вежливо, но твердо посылают его нахер. Начнем с Грузии. Если бы у России был корпоративный альбом, то рядом с фоткой «Любимая сестра» у Путина висела бы Грузия. Но только с подписью от руки. Эта тварь нас предала. В начале 90-х Грузия попыталась жить своей жизнью, а получила от Москвы подарок. Войны в Абхазии и Южной Осетии, сотни тысяч беженцев и миротворцев с двуглавым орлом на шевронах. Миротворцы эти были примерно такими же нейтральными, как волк в овчарне. Россия сама раздала оружие сепаратистам, сама прикрыла их танками, а потом сказала: «Ой, у вас конфликт, давайте мы тут рядом постоим». И стояли они не за мир, а чтобы держать Тбилиси на коротком поводке. В 2003-м грузины сказали «хватит» и устроили революцию роз. Пришел Саакашвили, дерзкий, молодой, готовый вести страну в НАТО и ЕС. Он выгнал российские базы, начал реформы и впервые показал Москве, что с ней можно не только дружить, но и посылать ее нахер вежливо и официально. Кремль затаил злобу, и в 2008 году Россия устроила Грузии показательный урок непослушания. Вторжение, бомбежки, признание независимости Абхазии и Южной Осетии. По сути, Москва навсегда украла у Грузии 20% территории. Но вместо того, чтобы сломать нацию, это сделало грузинское общество радикально антироссийским. Даже самые аполитичные грузины поняли, Россия – это не брат, не сосед, а оккупант. А дальше абсурд в чистом виде. Власть в 2012-м перешла к партии «Грузинская мечта», и они начали играть в многовекторность. На словах курс в ЕС, но на деле мягкая дружба с Москвой. Итог. Как только Путин напал на Украину, грузинский народ вышел на улицы с украинскими флагами, волонтеры поехали на фронт, а правительство отказалось вводить санкции против России. Более того, товарооборот между Москвой и Тбилиси вырос до рекордных цифр. Путин аж расчувствовался и восстановил авиасообщение, а Кремль похвалил Грузию за здравый подход. Но проблема в том, что грузины-то помнят 2008, помнят похищенные территории, оккупацию, танки. И когда правительство попыталось протащить закон об иноагентах по российскому образцу, люди вышли на улицы десятками тысяч. Скандировали «нет российскому закону», и власть, испугавшись, откатила инициативу назад. Получается двоичная картина. Грузинский народ, один из самых антипутинских в регионе, открыто называет Россию врагом и оккупантом. Грузинская власть лавирует, ведет бизнес с Россией и боится резких шагов, чтобы не навлечь на себя новый 2008. Итог. Страна вроде бы держится между двух стульев, но все понимают, общество тащит Грузию на запад, а правительство лишь тянет время и торгуется. В
В Кремле это называют дружбой, но на деле это страх и цинизм. И знаешь что? Чем дольше Путин сидит в Кремле, тем меньше шансов у Москвы когда-либо вернуть Грузию под свои лапы. Потому что Грузия не просто ненавидит Россию, а научится на собственных ошибках. И когда в Кремле снова заговорят про зону привилегированных интересов, грузины вспомнят 2008 и скажут: идите к черту со своими интересами. Идем дальше. Если Грузия в 2008 получила от России по зубам за непослушание, то Армения последние 30 лет жила на коротком поводке добровольно, точнее, вынужденно. Россия была ее старшим братом, гарантом безопасности. Только вот брат оказался тем самым, кто сначала обещает прикрыть, а потом бросает в самый критический момент. 90-е – начало зависимости. С распадом СССР Армения оказалась в кольце врагов. Турция, которая до сих пор не признает геноцид армян, и Азербайджан, с которым сразу же вспыхнула война за Карабах. Ереван оказался в тупике, и единственный, кто протянул руку, была Москва. В 1995 году Россия открыла базу в Гюмри. Пограничники встали на армяно-турецкой границе. Кремль взял Армению под крыло, а заодно и под каблук. С тех пор все шло по накатанной. ОДКБ, Евразийский союз, российские олигархи в армянской экономике, газ и свет под контролем Газпрома и Интеррао. Армения стала зависимым союзником, мол, да, унизительно, но хоть живы. 2000-е годы. Ловушка Карабаха. Россия играла тонко, продавала оружие и Еревану, и Баку. Сдерживала войну не ради мира, а ради того, чтобы обе стороны оставались зависимыми от ее арбитража. И армяне долго верили, да, цинично, но Москва все же наш гарант. 2018. Бархатная революция. И тут в Ереване к власти через протесты приходит Никол Пашинян. Для Путина это крамола, народ сам поменял власть, но Армения слишком зависима, чтобы Кремль ее терял. Поэтому Пашиняна терпят. До поры. 2020. Война и предательство. Осенью 2020-го Азербайджан начинает наступление. Армяне ждут. Вот-вот союзник вмешается. Но Россия отмалчивается. Только когда Азербайджан почти добрался до Степанакерта, Путин выходит миротворцем. Армения капитулирует, теряет огромные территории, а Россия заводит туда свои миротворческие войска. Выиграл ли союзник? Нет. Выиграла только Россия. Армения в ярости. Их бросили, но еще и заставили благодарить за то, что Кремль остановил резню. После 2022 года полный крах братства. Азербайджан в 2022 году обстреливает уже саму Армению. Ереван зовет ОДКБ. Ответ: мы вам комиссию пришлем. То есть Россия даже не шевельнулась. 2023. Пашинян отменяет учения ОДКБ, зато проводит совместные с Америкой. Армения приглашает миссию ЕС на границу. Римский статут. Ереван ратифицирует документ, по которому Путин в Армении преступник, которого обязаны арестовать. Кремль в истерике, Песков брызжет слюной, а Пашинян спокойно отвечает: ОДКБ нас не защитила, поэтому нам нужны новые гарантии. Россия кидает союзников даже в мелочах. Оплаченные армянами поставки оружия в 2022-2023 годах не приехали, все ушло в Украину. Теперь Ереван закупает вооружение в Индии и ищет новые рынки. Кульминация. Сентябрь 2023 года, когда Азербайджан окончательно взял Карабах, а десятки тысяч армянских беженцев ушли из региона. Российские миротворцы просто стояли и смотрели. Карабахская республика перестала существовать. Для армян это было как удар ножом. Россия предала их в момент истины. С тех пор Армения методично разворачивается к Западу. Контакты с ЕС, Америкой, даже с Турцией. Москва орет про предательство, но это истерика обиженного обманщика. Итог. А армяне больше не верят сказкам про братство. Россия для них не союзник, а ловушка, которая сперва втянула в зависимость, а потом бросила. И то, что в 2025 году Ереван все еще держит у себя российскую базу в Гюмри, это не из верности, а из осторожности. Пока страшно рвать, но доверия больше нет. Армения поняла главное – союз с Путиным – это билет в один конец. Что ж, продолжаем. Если Грузия ненавидит Россию, Армения чувствует себя преданной, то Азербайджан просто улыбается и делает свое. Баку всегда был прагматичным, дружит с Турцией
качает нефть на Запад, а с Кремлем играет так, как выгодно именно ему. И пока Москва пыталась всех держать на крючке, Алиев молча точил нож. Азербайджан никогда не был в восторге от союзов с Россией. Из ОДКБ он вышел еще в 1999-м. Последнюю российскую военную станцию в Габале закрыл в 2012-м. И все это время наращивал армию, деньги и связь с Турцией. В 2020-м Азербайджан пошел войной за Карабах и выиграл. Россия тогда им подыграла. Миротворцы зашли. Армяне потеряли земли, а Алиев укрепил позиции. Но после 2022 года все поменялось. Пока Кремль увязал в Украине, Азербайджан стал еще наглее. Обстреливал Армению прямо на глазах у союзников из ОДКБ. Устроил блокаду Лачинского коридора. А в 2023-м окончательно забрал Карабах. Российские миротворцы молчали и наблюдали. Сегодня Азербайджан чувствует себя куда увереннее России. Газовые контракты с ЕС, стратегический союз с Турцией и даже случаи, когда Алиев демонстративно игнорировал Москву. Например, отказ приехать на парад 9 мая или резкие дипломатические демарши после скандалов с гибелью азербайджанцев в России. Итог. Баку не посылает Москву открыто, но и боится ее все меньше. Россия для Азербайджана не хозяин, а лишь один из партнеров, который теряет вес. А Турция и Европа становятся куда важнее. И тут я хочу сделать важную ремарку. Мы сейчас про Азербайджан проходимся довольно коротко, потому что недавно у меня на канале выходил отдельный большой и подробный выпуск именно про него. Если вдруг не смотрели, посмотрите обязательно. Ссылка будет в описании. А если я все правильно сделаю, вот здесь, где-то в углу экрана, у вас появится подсказка на тот ролик. Там вся история по взаимоотношениям Азербайджана с Россией, максимально подробно и с деталями. Что ж, будем плавно переходить к выводам. 30 лет Россия пыталась держать Южный Кавказ на коротком поводке, влезала в конфликты, кормила сказками про братство и защиту, торговала оружием сразу обеим сторонам, а заодно и делала вид, что только Москва способна быть посредником. И что Кремль имеет по итогу? Все просто. Сегодня Кавказ говорит им: спасибо, идите нахер. Символизм последнего времени трудно переоценить. В 2020-м, когда Армения и Азербайджан подписывали перемирие после Второй Карабахской войны, это было в Москве, под личным контролем Путина. Россия тогда еще строила из себя главного арбитра. Но август 2025 года стал моментом истины. Никол Пашинян и Ильхам Алиев приехали подписывать декларацию о мирных отношениях в Белый дом при участии Дональда Трампа. Повторимся, не в Кремль к Путину, а в Белый дом к Трампу. То есть не великий геополитик. Путин сидел во главе стола, а президент Америки. Кремль при этом оказался за дверью, даже не в проходной роли. В декларации подчеркнуто, Москва больше не нужна как посредник, Минская группа, где Россия была сопредседателем, распущена. Все, шах и мат, игра закончена. Более того, сам коридор, о котором мечтал Кремль, Зангезурский, где Россия надеялась посадить своих пограничников, теперь назван маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния. Американцы ставят на нем свою печать, Турция и ЕС хлопают в ладоши, а Россия комкает в руках старую карту и жалобно бубнит, что внерегиональные игроки не должны вмешиваться. Это и есть апофеоз. Армения и Азербайджан выбирают не Москву, а Вашингтон. И не просто выбирают. Они показывают всему миру, что Кремль в регионе больше никто и звать его никак. Путин мечтал войти в историю как собиратель земель, а вошел как сбитый арбитр, которого заменили на американского шоумена с оранжевым загаром. И если не это, символ полного разъема российской геополитической миссии, то что тогда? Южный Кавказ вырывается из-под контроля России, Грузия ненавидит, Армения разворачивается, Азербайджан цинично пользуется. И финальный плевок в лицо Кремлю – то, что мир на Кавказе теперь подписывают с Трампом, а не с Путиным. Вот так и выглядит конец империи, без салюта, без парада, зато с унижением, которое войдет в учебники. Довоевался, блять. Ну а вы были на канале «Утилизатор реальности». Если досмотрели до этого момента, значит ролик точно зашел. Так что поддержите его, подпишитесь, влепите лайк и обязательно скиньте ссылку хотя бы парочке друзей, особенно тем, для кого эта информация будет не только интересной, но и полезной.
Ведь чем больше людей будет знать правду, тем меньше шансов у Кремля прятаться за своими сказками.